Мы подошли к самому интересному моменту. Пацаны, я зашла в воду, я голенькая. Я могла, правда, выйти в окно. Я раздеваюсь. Захотелось небольшого экстрима. Я перетащила холодильник, что так-то запрещено. Подъехали машины с парнями. Я посреди моря. Среагировал дрон, и теперь он вот здесь. Мы приехали на нудистский пляж. 8 метров над землей. На дороге валялись маленькие детские ботиночки, а детей в этой деревушке нет. Приняла ценность того, что я имею. У меня сейчас все точно получится. Эта девочка знала, как жить в люксе. Каждый будет испытан тем, что порицал. Не тут-то было. Это было жутко. Я правда люблю голые фотографии. Я знаю, что вы скажете. А у них верблюды. Успешная жизнь Сашульки. Не переключайтесь. Всем аньонсейо, ребятки, с вами я, Сашулька, и мы вновь на моем канале Алекс Барсукова. Ну что, наконец-то заканчивается наша трилогия с Казахстаном, и сегодня будет выпуск Актау, мой последний город в Казахстане, который я посещала в 2022 году в моем 3-недельном путешествии по этой замечательной стране. Так что советую тоже всем посетить Актау, потому что там есть на что посмотреть, в особенности на эту замечательную природу. У нас в гостях будет моя помощница новая, это Басанджи Аврора. Тебя, конечно, как маленькую собачку не поднять. На, сидеть. Маленький. Ну что, Актау, погнали? Like my dreams still near. Snooze bottom, my best friend now. Get me away from here. I got plans, I got things to do. Gotta do my hours. Why is everything so damn hard? Gray skies and rain clouds. I postpone everything, worrying about stupid things. When isn't my turn? Start living. 'Cause I remember growing up. Ну что, ребята, заселилась я в Актау. Будем делать разбор. Заходим у меня 202 номер. Как вы знаете, я очень люблю цифру 2, в скобочках нет, но она меня преследует, поэтому я ее уже полюбила. Причем на букинге этот отель с ужасными фотографиями, но у него очень хорошие отзывы и по питанию, и по Wi-Fi, поэтому я решила попробовать. Тут очень высокие потолки, между прочим. Вон, видите? То есть обычно я достаю, а тут как бы под 3 метра. Такое зеркало в рост, это очень удобно. Потом шкаф, он тоже большой. Тут мои штучки. Тут он тоже довольно-таки большой. Порог аккуратно. Большая раковина, кстати, реально большая. Вот, халаты, я люблю, когда есть халаты. И, собственно, комната. Сушилка очень удобная для вещей. Кстати, вот тут стоял холодильник. Но просто я его перетащила, потому что там, короче, не смогла в розетку вставить. Вот поэтому теперь холодильник стоит здесь, у меня такая небольшая перестановка. А кто нам, собственно, запрещает, да? Смотрите, вот такая большая кровать, и все для меня. Тут, типа, у меня были скинуты вещи, там я уже поставила вещи. Видите, какое большое пространство? Целых на
Раз, два, три, о, почти 4. Потом тумба я не пользуюсь, как и вот этим вот телевизором. Тут есть, короче, охлаждать меня. Тихо, 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 успокоились. Вот. Слушайте, что? Это в стиле Казахстана, вот такие вот приколы, ну ладно. Самое главное, что тут нормальный пол, потому что в гостинице у меня был не очень пол. Балкон, ребята. Длинный балкон. Это очень круто. Можно, кстати, на крышу спуститься и поснимать что-нибудь. Чей-то носок. На самом деле выглядит комната очень... Да не выглядит, она реально большая. Ну и мой стретч. Мне очень нравится, что у них очень много полотенец положили. Это очень круто. Также у меня включен завтрак. То есть в те отели, которые у меня были, не было завтрака. Тут у меня включен завтрак. И самое главное, открывашка. У них есть открывашка. И, господи, они гениальные. Вот, подвину себе что-то куплю, пока время есть. Так как у них всегда 11. И когда я была уже в самом городе Актау, я начала немножко скучать по Алматы, потому что у них абсолютно разный вайб. То есть Алмата — это энергия, это что-то вечно куда-то движется. А Актау достаточно размеренный город, и в нем как раз-таки можно спокойно провести время. Так я думала, пока не поехала на экскурсии. В принципе, для последнего города в моем путешествии по Казахстану он идеально подходил, потому что я хотела расслабиться, выдохнуть после всех вот таких вот заварушечек и так далее. О боже мой, моя малышка! Я вам сейчас покажу, как она выглядит, и вставлю. Рор, не смотри на меня как на идиотку, пожалуйста. Мне уже этот мир абсолютно понятен, и я здесь ищу только одного – покоя, умиротворения и вот этой гармонии от слияния с бесконечным вечным. У меня собака зависла. Когда я летела из Алматы в Актау, мне очень повезло, потому что я сидела одна, рядом со мной никого не было. Также я была у окна и с большим пространством для ног. В принципе, не считая всего того кипиша, который произошел, когда я чуть не попала на этот самолет. Об этом вы, кстати, можете узнать в другом выпуске Алматы. Поэтому это была частичка волшебства в этом путешествии еще одна. Когда я приземлилась в Актау, повторилась примерно та же ситуация, что была в Боровом. Кстати, это тоже есть в моем выпуске «Астана Боровое», можете там глянуть. Когда я выхожу, вижу только 2-3 таксистов. Uber у меня не вызывался, Яндекс тоже. Слава богу, что я уже знала, как действовать, наученная жизнью, скажем так. Спасибо, Боровое, еще раз. Я выловила, значит, водителя, и мы поехали с ним вместе до Актау. Ехали мы примерно в районе получаса, может быть, 40 минут. Вокруг была пустыня, никого, одинокая дорога и прекраснейший закат. Кстати, водитель мне как раз-таки сказал, что Uber и Яндекс у меня бы не получилось вызвать из аэропорта, потому что он там просто не работает. Но в городе все было нормально, я, в принципе, ездила по Uber. Хорошо, что у меня тогда уже был Каспий счет, и я могла расплачиваться так. Также я столкнулась с еще одной проблемой в Актау, именно связанная с такси, потому что я не могла вызвать на русском языке. То есть обычно даже в любых странах, когда ты приезжаешь, водишь на английском, либо есть такие моментики, где на русском, и более-менее находится. Тут вообще никак не работало, потому что там очень интересная система, примерно как в Крыму. То есть там нет названия улиц. И если мне нужно было куда-то приехать, допустим, 3-й микрорайон, 5-я улица, 8-й дом, я ввожу 3, 5, 8. Сначала, когда я это увидела, не понимала, что происходит. Я же не знаю и казахский язык, куда, что, на английском тоже никак. А потом оказалось, просто нужно вводить цифры только, и все, без названий. Просто я сначала начала вводить микрорайон 3, и у меня вообще ничего не находило. Я такая, боже мой, что делать? А потом оказалось просто цифру 3, и этого достаточно. Мы люди простые, а не гордые, так что извините. Комфорт. Когда я зашла в номер, я даже немножко удивилась, потому что он был очень просторный. Так как я довольно много, в принципе, путешествую, и в особенности год путешествия выдался на 22 и 23 годы, то я вам скажу, что там просто номер был огромный. Так как однажды, когда я приехала в Корею, второй раз, я вот так вот в душике стояла, а тут рядом был туалет.
А в Актау был просто прекраснейший номер, особенно за свои деньги. Я уже не вспомню, сколько он стоил, но было прям очень-очень-очень-очень-очень дешево. И, конечно же, в самом начале я захотела сделать небольшую перестановку в своем номере, и я перетащила холодильник. Мне просто не нравилось, как он стоял, и хотела туда сушилку поставить. Потом я вернула все на свои места, никто даже не заметил. Еще был такой прикол в моем номере, что у меня был вид на крышу. Даже не только вид, выход на крышу. И знаете, когда говорят «выйти в окно», я могла, правда, выйти в окно на крышу. Я там даже снимала ролик. Было прикольно. В принципе, мне вообще очень понравился мой отель. Там были вкусные завтраки, хоть и писали, что они однообразные, и так, правда, и было, но было очень вкусно, а я в еде не слишком привередливый человек, хоть и считаюсь гурманом. И в первый день своего пребывания в Актау я пошла на море. Соответственно, я же ради него приехала туда. И решила покататься на сапбордах. Вследствие, кстати, я каталась там каждый вечер. Все 5 дней, которые я была в Актау, я каталась на сапах. Уже без жилета, что так-то запрещено, и с рюкзаком. Но мне разрешали, потому что я была там постояльцем и по несколько раз. И мне, в принципе, не очень нравился жилет, потому что я видосики снимала. Ну и что же произошло в первый день, как вы думаете? Рор, иди сюда ложись. Иди сюда. У тебя был такой взгляд? О боже. Удача 2 из 10. Вкус 8 из 10. I never thought it'd be like this. We're like a broken record, 'cause we always mess it up. Чувство, когда я одна уплыла на Сабе, потому что, могу это себе позволить. We go, acting like we do, we say things that Ситуация сюр, я посреди моря, блядь. Я уплыла далеко от берега, пока снимала тиктоки. И очень-очень темно, и мне очень-очень стрёмно. say things that are not true, but somehow I'm still here. Ребята, что вы знаете о том, когда бывает стрёмно? У меня, короче, порвался сандалий. Один. Новый притом. И сломался ремешок на рюкзаке. И я иду, я пытаюсь людей не встречать, но мне приходится все время обгонять там молодые пары или еще что-то. Так стрёмно себя чувствую, кринж. Со сломанной сандалией и сломанным рюкзаком, который я обнимаю как дурак. Кринж. Как вы думаете, что произошло в первый день моего пребывания в Актау, помимо проблем с такси? Меня унесло в море на сапборде. В темноте. Почти в ночи. И как же это вышло? Я снимала тиктоки и не заметила, как мой сап стремительно относила все дальше и дальше, дальше и дальше. А я, в принципе, уже далеко заплыла. И стемнело очень сильно, были красивые огни, город. И когда я убрала свой телефон и доснимала тиктоки, тем более, что у меня очень мало зарядки оставалось, я посмотрела вокруг себя, было не видно ни черта. Я посреди моря ночью и ни одной души. И я не знаю, куда плыть. Но я собралась с духом, начала плыть и почти словила паническую атаку. Потому что я жутко боюсь глубины и не совсем люблю темноту, когда вообще ни черта не видно, а я просто на какой-то доске в море. Было стрёмно, если честно, я вам скажу. Все мои 17 лет профессионального плавания канули в лету, потому что я, в принципе, всегда боялась глубины. Я признаю только бассейны. Мне почему-то казалось, что какая-нибудь русалка или акула выплывет и меня сожрет. У меня до сих пор это в голове. Но я плыла. В итоге меня увидел какой-то спасатель, который как раз-таки один из людей, который занимается сапбордами по совместительству, прицепил меня к себе на сапе, и мы догребли с ним до берега. Было все хорошо, ваша Сашулька выжила. На следующий день я, конечно же, вернулась к этим сапам и поплыла к местному аквапарку. Просто не могу назвать его аквапарком, потому что это такое большое строение, и там можно было просто прыгать с него в воду через батуты. И там была такая штука, треуголка, нужно было разгоняться и лететь. Я же насмотрелась всех этих роликов в Инстаграме и в ТикТоке, думала, о, у меня сейчас все точно получится. Сейчас я вам покажу свои попытки. Я знаю, что вы скажете. Ну а что, зато я отдохнула. Было весело.
Не помню, сколько я платила, но в районе, наверное, 200-300 рублей, чтобы там попрыгать. Life is what you make it. That shit been amazing. I can't see a way out. I've been stacking face down off canvases I painted. I just spent the rain day on shit I can't afford, but that's the price I pay for the memories I'm making. I've been going places. I've been shaking hands for a chance to really make it. This life is so abrasive, so I almost gave it. All this shit I'm laying, it's only the foundation. I've been going crazy, just trying to find a way. I was in the basement, trying to turn the page. I was going through the phase. Nobody see my face. I was chasing at the paper. Been all the for the ways. But everything again. And nothing left to lose. Я в Алматы очень много не сняла, потому что так получилось, то времени не было, то сил просто не было. Я гуляла в основном ночью. И ночью особо ничего не снимешь, тем более, когда мы гуляли именно в тот день, когда мы обошли всю Алмату, подсветки вообще не было. Вот, и там был тоже вечный огонь. А в парке 28 конфликтов в Алматы называют Бай-8. Зато я сняла вечный огонь. Ну что, а сейчас перейдем к самому интересному – экскурсии в Актау. Я была в нескольких местах в Актау, в Голубой лагуне, потом мы ездили на каньоны. В принципе, когда вы приезжаете в Актау и смотрите какие-либо экскурсии, можно большинство брать, потому что это все связано с природой. И первая экскурсия, на которую я поехала, меня очень сильно удивила с первого взгляда. Когда я приехала в место назначения, я увидела очень древний автобус. Я не могу даже назвать его старым, потому что он правда древний. У меня было ощущение, что я в 40-х годах, где-то в СССР. Но было прикольно, потому что эти новые эмоции, новый экспириенс, я в принципе всегда за что-то нестандартное, и мне это очень нравится, очень интересно. И у нас был очень классный экскурсовод, которая знала историю, местность и в принципе все увлекательно рассказывала. Хотела бы я сказать так, если бы не один момент, я спала. Дело не совсем в том, что мне было скучно или так далее. Просто у меня есть одна особенность. В любой вид транспорта, в который я бы не села, я там засну. Обязательно. И неважно, машина, это автобус, самолет, поезд или вообще катер, лодка, круизный лайнер. Как только я сажусь, меня клонит жутко в сон. Наверное, это защитная реакция организма на то, чтобы меня не укачивало, потому что я люблю ездить всегда сзади. И поэтому я очень быстро засыпаю, если со мной, допустим, не вести диалог. А у нее еще был такой приятный голос, что она говорила, и я лежу и засыпаю. Но вспоминаем один момент. Это был старый автобус, он не был приспособлен к защите. Поэтому, когда я лежала, я так вот подпрыгивала, особенно когда был момент, когда мы ехали из одной точки в другую. Это было жутко. Мы едем, и меня аж вот настолько просто поднимало, и я головой чуть не ударилась о железку, которая была. Было весело. Эта девочка знала, как жить в люксе. Gently touch, full of spell, blinding you into another, sneaking around, hunt and prey to find me another lover. Behind closed doors, an empty space, we're in a secret love encounter. I'm a lonely, hard feline. I take what's mine, then I leave behind. Значит, едем, нас вот так вот шатает, болтает. Я сижу, просто там такая горка, и я просто подлетаю вот так вот. Вот все, я оборачиваюсь, и у меня головой об это ударюсь, потому что было совсем недалеко. Ребята, посмотрите, рядом с головой Тамшуя есть пляж, куда мы приехали, и тут просто повсюду перышки фламинго. Называется так. А это на самом деле чьи перья? Вот фламинго. Фламинго? Это правда фламинго?
Да, розовые вот сейчас, видите, фламинго. Вот, Но вот. У них может быть и чуть-чуть, да? Ага. А вообще есть прям побольше. Ну а вот белые, здесь и лебеди бывают. Ага. Может быть и белый фламинго, что-то морска возле этого. А так подальше нет мишки. Розовый фламинго. Розовый фламинго, дитя заката. Розовый фламинго, здесь танцевал когда-то. Может, в жизни прошлой мне трудно вспомнить, думать о хорошем я могу исполнить. Ну и, конечно же, прилетев в Актау, я снова обгорела еще сильнее, чем было до этого. И у меня было полное лицо веснушек, и это было так прикольно. Когда мы ехали в мою первую экскурсию в Актау, как раз-таки вот на этом ретро-автобусе мы проезжали верблюдов. И это было так необычно, видеть их так близко и так много, что они пасутся просто как у нас коровы, а у них верблюды. Потом я пробовала верблюжье молоко, и мне понравилось. Не похоже на труп. Все по-старому. Короче, омлет и рисовая каша, пацаны. Я купила молоко верблюда, тут это абсолютно нормально. Но говорят, что оно специфическое по вкусу, не очень вкусное. Сейчас попробуем. Было только 0,5, поэтому вариантов у нас нет. Ну, по вкусу будто бы прокисшее молоко чуть-чуть. Но не такое, как коровье, а именно легкое очень. Хотя вот если второй раз пьешь, то уже вообще почти вкус не чувствуется, именно кислоты. Похоже на тан, айран, чем-то только без газов. Прикольно, мне нравится. Не ожидала. Собственно, ребята, верблюды. Пацаны, полнейший угар. Я всегда хотела поиграть в это, и когда мы были на Коктебе вместе с моим знакомым, я не стала в это играть, и на машинках мы тоже не покатались. Как-то я думала, как-то странно, наверное. Хотя надо было. И я все время хотела, и думаю, сейчас мы исполним Сашулькину маленькую мечту. Хоть я буду и одна, хоть и днем, но не важно. Ну да, стоит 100 тенге, это примерно, ну, по-моему, 15 рублей. Сейчас мы поймем. Видела такие автоматики, где можно проверить свой удар. Немного покажу это видео. Насколько я слабак. Знаю. Просто рука заскочила. Вот так вот, надо даже парад снять. Еще раз попробуем. А теперь вспоминаем, как я на этой треуголке пыталась. Да, я не самый спортивный человек, хоть и занималась профессионально спортом почти всю свою жизнь. Ну и что? Не все люди талантливы в спорте. Самое главное – это старание и твои эмоции, когда ты чем-то занимаешься. Еще я поняла, что город Актау выглядит как пустыня днем, наверное, потому что жарко или люди идут на море, но вечером он так оживает, и мне было немножко обидно, что я очень поздно узнала о прекрасной набережной, которая находится в Актау. Она, кстати, чем-то напоминает набережную в Сочи по сравнению. Там пальмы, и все так красиво и классно. It's what you make it. My shit been amazing. I can't see a way out. I've been stacking face down off canvases I painted. Именно тогда, когда я хотела приехать я, закатом была проблема. For the memories I'm making. I've been going places. I've been shaking hands for a chance to really make it. This life is so abrasive. So I almost gave it. All this shit I'm laying, it's only the foundation. Кажется, днем, что людей вообще нет. Особенно, когда вчера на парке аттракционов было много людей, а тут просто будто весь город. Вот, какая-то местная тусовка. Я очень люблю парки аттракционов. Для меня это какая-то, не знаю, романтика и погружение в детство. Запах ваты, сладкий попкорн, такой, который в детстве был цветной, мороженое. Я взяла себе езды. Не круто. Ты так погружаешься, будто бы в детстве. Хорошо, что мне в Алматы классное свидание устроили. В парке аттракционов. Почти такое, как я всегда хотела. Почти потому, что я хотела там еще на машинах покататься, но, чувак, он не катался. Погнали. Ой,
картошки ход наплакал. Мне кажется, в детском наборе картошки то больше. Сколько это можно посчитать? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6-7 штук. Будем пробовать курсбургер. Почему мне кажется, что детское меню вкуснее? Ну, как-то либо привлекать, но больше не писано красбургер в детском меню, а в этом нет. А, кстати, обычно, когда езжу за границу, я уже, в принципе, люблю брать что-то от шефа. Потому что обычно это делают вкуснее, даже если иногда стоит дороже. Во «Вкусная точка» примерно то же самое. Здесь повкуснее, потому что натуральнее чувствуется. Но фарши в Москве намного в разы вкуснее. И картошки больше. Когда я была в Голубой лагуне, мне снова, видимо, захотелось небольшого экстрима, и я решила сфоткаться на большом камне. 8 метров над землей необорудованная гора. И острие вот так вот везде торчит. И пошла в обычных сланцах по этой горе ползать. Фотки сделала. В инсту не выложила. Вы забыли штатив, Маули, и вам нужно пофоткаться на вот этой скалистой местности. Вам помогут тапок и второй телефон. Даже не спрашивайте. Не считая того, что там еще ветер такой. Ну, неважно, совершенно какой-то профессионализм. А другому и говорить не стоит. Я вот там вот сидела. Can we be strangers against our fresh like a morning? What's so bad about that? So why won't you follow? Why won't you follow me home? I know I can't make you mine. Yes, I ran out of time. There's no hope for me. I fell down the bottom, so I fell down way deep. But if I can't have the real you, then let me make a 3D print of you. Ну а теперь, мои дорогие зрители, мы подошли к самому интересному моменту. Моей самой большой утрате в Казахстане. Когда мы поехали на последнюю мою экскурсию в Голубую лагуну, и было еще какое-то место до этого, я решила, конечно же, все это поснимать на свой новенький, почти только что купленный дрон, то есть перед самым путешествием. То бишь, этому дрону даже не было месяца. Ну и, конечно, я запускаю свой маленький дрончик над морем, среди скал. И что происходит дальше? Он просто улетает в море. Его сдуло. Просто туда. Короче, у меня на джойстик не среагировал дрон, и теперь он вот здесь. То бишь, я осталась без дрона. Чек. Пусть мама услышит, пусть мама придет, пусть мама меня непременно найдет. Ведь так не бывает на свете, чтоб были потеряны дети. Успешная жизнь Сашульки. Не переключайтесь. После этого, когда мой дрон улетел, мы поехали в еще одно место, также на пляж. Он назывался уже не Голубая лагуна, а как-то по-другому. Выглядел он, конечно, как нудистский пляж, потому что людей там не было. И, в принципе, нам сказали, что в этой деревне живет 2-3 рыбака и какой-то дед. Когда мы ехали, случилось нечто. Мы увидели на дороге валялись маленькие детские ботиночки. А детей, я напомню, в этой деревушке, куда мы ехали, нет. На это не особо все обратили внимание, думали, может, кто-то потерял, когда ездили на экскурсию и так далее. Но потом, когда мы проехали чуть дальше, увидели ребенка на дороге посреди пустоши непонятной, по факту. Там где-то были развалины, там дальше пляж, тут просто какие-то колосья. Не забываем, что Казахстан, в принципе, такая достаточно степная страна. То есть животные, вы тоже понимаете, какие водятся, когда ты выезжаешь за пределы города. И мы видим на дороге ребенка. Это маленький мальчик, и ему примерно 2 годика. И рядом ни души. Наш водитель, конечно же, вышел, донес эти маленькие сандалики до него, обул его и за руку куда-то отвел в сторону подальше от дороги. И я просто не понимаю, как можно было оставить ребенка, карапуза 2-летнего, посреди степи, где нет ни души и ездят машины.
не знаю, раз в день, и вводится куча животных диких. Для меня это было просто непонятно, потому что родителей там и в помине не было, и домов рядом тоже. I'm trying to feel the air again. I've lost somewhere in my head. I can hide it all on my own. Holding tight to the pledge. I'm somewhere near the edge of wishing we never met. I'm scared of being without you. Afraid no one ever know me. I'm not near the edge, and I can't get us out of my head yet. После этого, когда мы приехали на нудистский пляж, была только наша небольшая компашка в районе 10 человек. Конечно же, я решила пойти чуть дальше и увидела прекрасную местность, где можно сделать голые фотки. Если что, это были не нюдсы. Так как, немножко напомню тем, кто не знал или, может быть, подзабыл, я фотограф и видеограф. И, в принципе, всю свою жизнь, окружение людей я вижу как будто бы через объектив, и к фотографиям в неглиже я отношусь абсолютно спокойно, если это сделано с точки зрения эстетики. Я ни в коем случае не призываю делать фотографии своего тела, куда-то это выкладывать и так далее, если вам этого не хочется. Также я абсолютно спокойно отношусь ко всем видам профессий, которые связаны с показом своего тела, даже если через камеру, но пропагандировать это я не собираюсь. У каждого своя жизнь, каждый дышит, видит и как хочет. Я, правда, люблю голые фотографии, если их особенно можно куда-то выложить, но только с точки зрения эстетики и искусства. Ни в коем случае, чтобы это не выглядело вульгарно. То есть самое ужасное, что может быть в фотографии голого тела, это вульгарность и пошлость. Всегда нужно делать либо эстетично, либо что-то связанное с природой. В принципе, так и было, когда мы были на этом одиноком пляже. Там было такое место, много-много-много камней. Я взяла с собой на всякий случай купальник и такое длинное платье белое. Но не тут-то было. Ситуация сюр. Голая Сашулька стоит посреди моря на камне. Я реально голая, но мне вот только чуть-чуть прикрыто. Короче, пацаны, я зашла в воду, я голенькая. Платье мне такая насквозь. Хотела его сохранить, в итоге быстрее так дойду. Ну, представь, что девочка просто ебанулась головой и все, да? Значит, захожу в воду и понимаю, что она жутко ледяная. Хотя там, где мы были с людьми, было тепло. Я раздеваюсь, захожу в эту воду голая, иду до этих камней, пытаюсь не замочить это платье, потому что белый, сами понимаете, прозрачным становится, особенно хлопок, если попадает на него вода. У меня это не получилось, я вам скажу сразу. И как были сделаны эти прекрасные фотографии, которые я выложу, кстати, потом к себе в Инстаграм. У меня был только один штатив, на который можно было подуть, и он просто упадет. Конечно же, я поставила его на обычный камень, вокруг вода. У меня была кнопочка, которая тоже работала раз через раз, и, в принципе, получалось так, что мне приходилось каждый раз просто фоткаться на таймер. Ну и как, получается, выглядела вся эта картина. Голая я сижу на камне, с другой стороны стоит штатив, вокруг море. Ни души, ну я так думала. Я почему-то возомнила, видимо, себя в книжке Андерсона, но выглядела я правда как русалка. Нет. Фотки получились классные. И, в принципе, с точки зрения эстетики, все, что хотела, я добилась. И на самом деле в этих фотографиях есть такой эстетический смысл. Вроде я и была голой на фотографии, но у меня был вот этот вот мой загар, который создавал впечатление одежды. Навряд ли кто-то об этом думал, когда смотрел на эти фотографии, но все же. И что вы думаете произошло дальше? Я поняла, что у меня выключился телефон, и решила пойти обратно. Но не тут-то было. Камни-то скользкие. Я вот так вот держу штатив с телефоном. Тут у меня платье. Я пытаюсь его не замочить, потому что хотела его надеть. Мало ли пойдут люди и так далее. Иду по камням и в один момент просто в воду, в ледяную. У меня все в этой воде. Телефон, штатив и так далее.
А это же все еще с солью, вы не забывайте. Это же море. В итоге я все подбираю, уже лечу, просто плыву быстрее до берега. Надеваю купальник всеми силами. А знаете, почему это делала? Потому что вдалеке я увидела, что едут машины. И я такая русалка там. Ладно, потом я подальше пошла от этого места, увидела, что действительно подъехали машины с парнями, мужчинами. Я такая... Повезло. Они на самом деле меня точно не видели, потому что подъезжали с той стороны, и там было бы меня не видно. Это я заранее вам скажу. Не типа они увидели и решили поехать. Просто было бы угар. Потому что купальник-то у меня был на суше. Ума мне не занимать. Wanna hold you close, but you know my mind is torn up. I never thought it'd be like this. We're like a broken record, 'cause we always mess it up. Even though we say we never do that, so here we go. Acting like we do, we say things that are not true, but somehow I'm still here. Я нахожусь вот на той хрени. И мне такие говорят, может, уберете телефон? Я такая, не. Чтобы вы понимали, я и ТикТок сняла, и еще так поснимала. Ну вот там была реально жесть. Мы приехали домой, и я решила сходить в парк аттракционов. Я, в принципе, фанатка парков аттракционов, и я хожу почти в каждом городе, в каждой стране, где я бываю. Когда я туда пришла, я поняла, что я окунулась в детство, потому что этот парк аттракционов не был столько страшным или особенным, но в нем была прям детская атмосфера. Ну, как сказать, не страшно. Я взяла телефон, конечно, чтобы поснимать тиктоки, а потом поняла один момент, что это же не какой-то навороченный новый парк аттракционов. Ему, скорее всего, очень-очень много лет. И не нужно надеяться на то, что все механизмы будут работать нормально. В старых парках аттракционов, мне кажется, стоит больше переживать за свою жизнь, чем в новых. Но мне очень понравилось. Я заметила в Актау, что у них восхваляется лошадь, то есть символ, это Пегас. И как ни странно, но у меня как раз-таки татуировка здесь, и одна из лошадей является Пегасом. Так что, когда я увидела их символ, у меня прям сердечко затрепетало. Вообще, в принципе, город Актау выглядит специфически. Я вам просто опишу, и вы все поймете. В большинстве своем достаточно все маленькие домики, и выглядят они, скажем так, странновато. Я называю это «ласточкино гнездо». Полное описание. То есть каменный дом, в нем вырезка каменная, ну и там все видно. То есть окон нет застекленных и так далее. Но это тоже, конечно, в зависимости от районов. Есть, конечно, районы с новостройками более-менее. Также есть районы сталинки. Но там, где я жила, были дома, действительно, как будто ты находишься где-то в Индии, в Мумбаи. Вот в этом всем. Было прикольно. Когда я приехала в Актау, я поняла, что действительно многие вещи, которые я воспринимала как должное, на самом деле далеко таким не являются. И хотела вам сказать, цените все, что вы имеете, потому что ценность любой вещи, любой жизни познается в сравнении, именно через свою призму. Никогда не завидуйте другим людям и не говорите, что ему что-то как-то досталось или что ему просто повезло. Потому что все росли в разном окружении, у всех были разные родители и различные ситуации. Мы никогда не можем все равно видеть все через призму другого человека, как бы мы не хотели его понять. У нас просто это чисто физически и морально не получится. И самое главное, никогда не осуждайте другого человека, если он вам непонятен, и его поступки, потому что для кого-то вы также можете быть непонятными. Ну и, как говорится, каждый будет испытан тем, что порицал. И как раз-таки, когда я была в Актау, я приняла ценность того, что я имею, и это очень круто. Так что
поездка в Актау действительно была для меня очень важна. Whispering soft, alluring signs, wrapping you around. Так что я советую всем, кто не был в Актау, туда обязательно съездить, хоть и на несколько деньков, потому что действительно что-то невероятное внутри тебя происходит, когда ты находишься в этом городе. Переосмысление идет максимальное. Спасибо всем, кто был со мной и досмотрел этот влог. Получается, мы закончили вместе наше путешествие по Казахстану в 2022 году. Надеюсь, вам очень все понравилось. Так что жду ваши пальчики вверх. Подписывайтесь на меня, оставляйте комментарии. И увидимся с вами в следующем влоге. Всем аньон! Пока-пока! Курт. Это из верблюжьего молока. Сладкое. Это что-то не красиво, но это конская колбаса. И маленькие кортики такие. Так. Настроение лама, ноу драма. Это мороженое. Есть такое, даете, очень вкусное, советую.